Всем привет, дорогие друзья! Конечно, существует огромное количество рецептов хачапури. И сегодня будем готовить замечательные, очень вкусные хачапури на сковороде. Эти лепешки готовим на простом тесте на кефире. Они готовятся очень быстро, просто, и вы с легкостью приготовите их к завтраку. Тесто здесь такое воздушное, легкое. Никогда не скажешь, что здесь тесто на кефире, без дрожжей. И, конечно, здесь много начинки, много сыра. Безусловно, эти лепешки самые вкусные, когда они горячие, когда внутри плавится сыр. Приготовим тесто, и для этого мне понадобится в миску выливаю теплый кефир комнатной температуры, добавляю 1 желток. Именно с желтком тесто получается более нежным. Всыпаю соль и сахар и вливаю растительное масло. Муку буду добавлять постепенно. Сейчас я просею примерно половину всей муки и разрыхлитель для теста. Перемешиваю. Добавляю еще муку. Сейчас лопатку убираю и дальше буду замешивать руками, чтобы почувствовать консистенцию теста. Муки всегда может уйти разное количество, в зависимости от того, какая у вас мука, какой кефир. Я добавляю всю оставшуюся муку. Посмотрите в итоге, какое тесто у меня получилось. Оно очень нежное, мягкое и, можно сказать, на грани липкости. Не забивайте его слишком сильно мукой. Тогда выпечка из него получится очень нежная, мягкая и воздушная. Сейчас надо дать тесту время отдохнуть. Немного подпыляю мукой и накрываю пленкой. Оставляю таким образом тесто прямо на столе минут на 20. Для приготовления начинки мне понадобится сыр натру на крупной терке. Я использую сыр моцарелла. Прекрасно подойдет для этого рецепта сыр сулугуни. Либо используйте любой твердый сыр. Добавляю яйцо, соль и немного орегано. Конечно, соль добавляйте по вкусу, в зависимости от того, какой у вас сыр. Хорошо все перемешиваю. По желанию сюда можно добавить любые специи, какие вы хотите, а также немного зелени. У меня будет 4 лепешки, поэтому я разделю начинку на 4 равные части. Скатаю такие небольшие шарики. Так будет удобнее формировать лепешки. Отдохнувшее тесто достаю из миски. И разделю его на 4 равные части. Каждый кусочек у меня получается примерно по 180 граммов. Подкатываю их в шар. Закрою пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Так тесто будет легче раскатываться. Готовить лепешки буду на сухой сковороде. Поставила ее разогреваться. Лучше всего готовить на сковороде с толстым дном. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю кусочек теста дном вверх. Раскатываю его скалкой. Стараемся раскатать так, чтобы центр был чуть толще. В середину выкладываю начинку и собираю тесто в мешочек. Хорошо защипываю, переворачиваю швом вниз и сначала пальцами лепешку слегка растягиваю, стараюсь, чтобы равномерно внутри распределилась начинка. И теперь раскатываю скалкой. Тесто очень хорошее, податливое, легко раскатывается. Если образовался вот такой пузырь воздуха, можно тесто проколоть зубочисткой и выпустить его, чтобы потом лепешка не лопнула во время выпечки. Диаметр моей лепешки получился 20 сантиметров. Отправляю ее обжариваться на сковородку. Выкладываю лепешку на разогретую сковородку швом вниз. Обжариваем ее на среднем огне
под закрытой крышкой до красивого золотистого цвета. Пока будет обжариваться первая лепешка, сразу же формирую следующую. Периодически лепешку буду переворачивать. В общей сложности готовлю примерно 5-6 минут. После того, как я пару раз перевернула лепешку туда-сюда, я ее уже крышкой не накрываю. Посмотрите, она надувается как пита. Получается такая, как шарик надутый. Очень здорово. Лепешка уже фактически готова. Сейчас ее буду снимать на тарелку. Горячую лепешку смазываю кусочком сливочного масла. Какая она ароматная, пышная. И таким образом готовлю все лепешки. Какие лепешки получаются великолепные, такие пышные, ароматные. Конечно, такие хачапури приготовить очень легко и просто. Тесто простейшее, и их легко можно приготовить на завтрак. Безусловно, эти лепешки самые вкусные, когда они горячие, когда внутри плавится сыр. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!